Привет, Арми. С тех пор, как в эпизоде с репетицией танца Исуим Ким Тэхён попросил повторить, а Чон Чингук быстро спросил, зачем он хочет это делать снова, было так трогательно видеть, как Чингук смотрел на Тэхёна все то время, пока тот объяснял, что просто хочет еще раз попробовать хореографию. Когда Чингук наконец понял, и они ненадолго пересеклись, когда Тэхён объяснил, что просто хотел показать свою усердность, попросив еще попрактиковаться, камера остановилась как раз в тот момент, когда Чингук все еще обнимал его, их тела едва могли раздвинуться. Когда камера вернулась, Чингук, казалось, слегка отстранился после того, как так долго держался за Тэхёна. Странные вещи, которые происходили между ними, никто не сможет стереть, потому что, даже несмотря на то, что камера не снимала их прямо перед зеркалом, их близость была очевидна во всем. Одним из таких моментов было то, как Чингук был полностью приклеен к Тэхёну, словно липкое существо. Его действия вовсе не вызывали дискомфорта, а, наоборот, показывали, что он не хотел дистанции. Наоборот, они словно зарядились энергией, которую невозможно было себе представить, прежде чем камера вернулась. По прибытии в аэропорт Инчхон, когда репортер упомянул об их посещении концерта BTS в Японии и о прибытии Тэхёна, Чингук, казалось, уже знал об этом. Он не удивился, когда репортер сказал, что видел Тэхёна накануне, и даже сразу подтвердил, что Тэхён действительно вернулся первым. Его тон голоса указывал на то, что он полностью в курсе ситуации. Когда Чингук последовал тренду с мотоциклами «Хулиган», Тэхён быстро поставил лайк видео, словно желая привлечь внимание. Затем, когда Тэхён выложил фотографии себя в Японии, особенно ту, где Чингук игриво похлопывает его по плечу, кланяясь, это выглядело очень эффектно. Из множества фотографий была одна, которая сделала этот момент еще более особенным. Потому что даже в аэропорту они были неразлучны, они всегда шли рядом, даже если не приехали одновременно, что показывало, что ничто не могло их разлучить. В последнем эпизоде Run BTS, когда участники прибыли в новый дом для выполнения задания, им нужно было выбрать комнаты случайным образом. Сначала Тэхён сел по разные стороны стола, но затем они снова сблизились. Чингук спросил, кто первым выберет комнату, и Ким Сок Джин ответил, что первым должен пойти самый младший участник. Но Тэхён вместо этого сказал Джину выбрать первым, что вызвало смех у всех из-за иронии, назвав самого старшего участника самым младшим. В ожидании Джина Чингук сказал, что выберет комнату с 2 кроватями. Чон Хо Сок спросил, не выберет ли он комнату на 3, и Чингук снова сказал на 2. Когда Хобби сказал, что с большим количеством людей будет веселее, Тэхён, похоже, не понял сигнала Чингука. На самом деле Чингук просто играл с мыслями других участников, но Тэхён этого не понял, поэтому Чингук подошел к нему, коснулся его плеча и объяснил, что просто пошутил. Выражение лица Чингука в тот момент показало, как он был взволнован невинностью Тэхёна. Даже несмотря на то, что остальные разговаривали, внимание Чингука оставалось сосредоточено на Тэхёне. Даже во время перерывов, даже находясь в разных концах комнаты, они все равно обращали внимание друг на друга. Когда Тэхён сказал, что ему будет комфортно спать одному, он сразу же посмотрел на реакцию Чингука. Напротив, Чингук выглядел недовольным, поджав губы, словно не соглашаясь. Когда Мин Юнги сказал, что Тэхёну, возможно, будет удобнее спать одному, он рассмеялся. Он даже повернул голову к Чингуку, словно наслаждаясь его реакцией. Чингук выглядел расстроенным, потому что единственное, что могло его расстроить, это слова Тэхёна о желании спать одному. Когда Тэхён наконец выбрал комнату на 1 этаже с 2 кроватями, оказалось, что там был только Ким Намджун. Когда настала очередь Чингука, он выбрал комнату наверху, чтобы поспать один. Но когда Тэхён пришел в свою комнату, Чингук тут же пригласил его войти, как будто, несмотря на то, что Тэхён сказал, что хочет побыть один, всегда была другая возможность. Когда они вернулись в столовую, Чингук подошел к Тэхёну. Когда Тэхён пришел, он сразу же сел рядом с Чингуком, и Хобби позволил этому случиться, взяв другой стул. Этот маленький момент был таким милым, как будто они всегда находили способ быть вместе. Джин пошутил о том, что в одной маленькой комнате спят 4 человека. Чингук же намекнул на это. Тэхён выглядел растерянным, а Чингук пристально смотрел на него. Хотя Чингук пытался защитить Тэхёна от поддразниваний Джина, он также воспользовался случаем, чтобы нежно коснуться его плеча больше, чем было необходимо. Тэхён выбрал нижнюю комнату, потому что там было тише. Но, похоже, была и другая причина, которую кто-то понял. Возможно, ему нравилось, что Чингук будет спать один в большой
комнате. Когда Чингук рассказал о своем опыте совместного сна на двухъярусной кровати с Намджуном, все рассмеялись. Но они продолжали обмениваться взглядами. На протяжении всего эпизода взгляды и внимание между ними не прекращались. Даже когда Чингук проиграл Юнги и выглядел расстроенным, он просто искал ответа у Тэхёна. То, как Чингук всегда поворачивался к Тэхёну, очень ясно показывало, Тэхён был для него самым комфортным местом. По мере развития игры Чингук продолжал хвалить Тэхёна. Даже когда Тэхён случайно ударил его подушкой, Чингук молчал и спокойно принял поражение. Из-за Тэхёна, в конце концов, все эти взгляды, выражения притворного раздражения и эти небольшие взаимодействия раскрывают то, что им становится все труднее скрывать. И если мы присмотримся внимательнее, все эти маленькие моменты подобны кусочкам пазла, которые постепенно складываются в более полную картину. Это не что-то надуманное, это что-то естественное, спонтанное и просто происходящее без всякого планирования. Потому что среди всего смеха, шуток и игр, в которые они играют в Run BTS, есть одна вещь, которая постоянно повторяется, как будто все вокруг никогда по-настоящему не отвлекает их. Даже когда атмосфера оживленная, когда все участники говорят одновременно, когда игры становятся соревновательными и энергичными, все равно бывают моменты, когда их взгляды встречаются, кратко, но достаточно, чтобы передать многое без слов. И, возможно, именно в этом и заключается самое интересное, не в масштабных или драматичных взаимодействиях, а в мелких деталях, которые часто упускаются из виду. Например, как Чингук рефлексивно ищет Тэхёна, когда растерян, как Тэхён подсознательно поворачивает голову к Чингуку каждый раз, когда тот говорит. Или как расстояние между ними почти всегда снова сокращается, независимо от того, как далеко они были друг от друга раньше. Также очень очевидно, как Чингук следит за каждой реакцией Тэхёна, как будто даже малейшее выражение лица никогда не ускользает от него. С другой стороны, Тэхён, кажется, наслаждается этим вниманием, будь то легкая улыбка, короткий взгляд или даже намеренное поддразнивание Чингука в определенные моменты. А когда подколка перерастает в нечто более личное, например, когда Тэхён говорит, что хочет спать один, реакция Чингука раскрывает редко встречающуюся сторону. Это не просто шутка, в их поведении чувствуется неприязнь, неодобрение, которое невозможно скрыть. Для кого-то это может показаться простым, но для тех, кто действительно внимателен, это самые честные детали, потому что они не созданы для камеры, не постановочные и их нелегко подделать. Особенно если вспомнить, как на протяжении всего эпизода, несмотря на то, что они находятся в разных командах или занимают разные должности, между ними всегда существует некая невидимая нить, будь то взгляд, небольшой жест или даже молчание, которое ощущается по-другому. И что интересно, такое взаимодействие происходит не один раз, а неоднократно, в разных ситуациях, немного по-разному, но с тем же ощущением. Как будто, не говоря ничего напрямую, они уже понимают друг друга, уже знают, когда подойти, когда пошутить и когда поддержать друг друга, даже в мелочах. Когда Чингук смеется, Тэхён это замечает. Когда Тэхён говорит, Чингук слушает. И когда один из них находится в немного другом состоянии, другой всегда рядом, недалеко, не исчезает. И, возможно, именно поэтому многие считают их отношения такими крепкими, не из-за того, что кажется на первый взгляд, а из-за постоянства мелочей, которые повторяются снова и снова, никогда по-настоящему не меняясь. В конце концов, дело не в том, чтобы что-то доказать, не в том, чтобы навесить ярлыки и не в том, чтобы навязать определенный смысл каждому взаимодействию, а скорее в том, как мы, как зрители, можем почувствовать тепло, комфорт и близость, которые они демонстрируют. Потому что, чтобы это не было, ясно, что есть что-то, что заставляет их возвращаться друг к другу, что-то, что держит их на одинаковом расстоянии, даже когда обстоятельства пытаются их разлучить. И, возможно, именно это делает все эти моменты такими особенными, не потому, что они большие или броские, а потому, что они по-своему реальны, просты, но их трудно игнорировать. Так что, когда мы оглядываемся на все эти взаимодействия, от танцевальных репетиций и моментов в аэропорту до домашних игр в Run BTS, все кажется связанным одной линией, историей, которая никогда не заканчивается, она просто продолжается, шаг за шагом. И кто знает, может быть, в следующий момент, в следующем эпизоде или даже в неожиданной ситуации мы снова увидим то же самое, тот же взгляд, те же привычки и ту близость, которая всегда кажется знакомой. Потому что в конце концов, некоторые вещи не нуждаются в излишнем объяснении, их просто нужно увидеть, почувствовать и понять по-своему.
И именно это делает все интересным, приятным для воспоминаний и тем, что мы всегда хотим увидеть снова. До этого момента мы можем понять одну простую вещь. Среди всех этих толп, всех шуток и всех моментов, которые они разделяют вместе, всегда есть маленькое пространство, принадлежащее только им двоим, и каким-то образом это пространство всегда находится снова и снова. И, возможно, это история, которая никогда по-настоящему не заканчивается, она просто продолжается со временем, все более незаметно, но все более заметно. Спасибо за внимание, и до встречи в следующей истории «Армия».